Привет, меня зовут Светлана, и вы на моем канале, видео на котором посвящены моему хобби– вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. Сегодня в программе, согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке, итогам за прошедший период с 23 июля по 7 августа. Также в этой части видео, так как это касается вышивки, мы вспомним с вами о мойрах, предыдущих нить человеческой судьбы. А во второй части видео состоится очередное заседание нашего светского клуба. И отправимся мы с вами дружной компанией к полуострову Юкатан. В XIX веке там было обнаружено множество величественных городов, сооруженных древними майя. Они жили здесь за тысячи лет до Колумба. Когда Париж был еще деревней, они строили удивительные города в джунглях. Эта древняя цивилизация достигла знаний, которые до сих пор удивляют мир. Культура майя была настолько необычной, а цивилизация такой высокоразвитой, что до сих пор археологи, этнографы, лингвисты не могут ответить на возникающие вопросы. Почему народ майя покинул свои города? Какова причина гибели этой цивилизации? Были ли майя потомками атлантов или еще более древних цивилизаций? Как объяснить поразительные свойства хрустального черепа, найденного на месте древнейшего поселения майя? Несомненно, майя представляют собой одну из величайших цивилизаций, когда-либо существовавших на Земле. Ну а пока, друзья, давайте перейдем к первой части нашего видео. Я вышиваю картину великого итальянского художника Евгению Эдуардо Дзампиги. Перед вами маленькая копия картины. Вот так должна выглядеть моя работа в итоге. Схему для вышивки, я напомню, разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик». Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов задействовано в работе, из них 102 бленда. Напомню, я вышиваю крестиком в 2 сложения нити на аиде 18 каунта. И пока картинка перед нами, хочу обозначить область, над которой я сейчас священно действую, если можно так выразиться, да. Итак, друзья, вышивка продлилась у нас с вами уже коленем несравненной розочки, скромно прикрытым роскошной юбкой. Да, друзья, я работу разбила на 3 части. Вот мы видим перед собой 3 персонажа. Вышита уже полностью первая часть, которая называется Джузеппе, голубчик. И понятно, что сейчас я уже тружусь над второй частью. Ну что, друзья, давайте теперь перейдем непосредственно к вышивке. Ну вот, друзья, говорила, буду, наверное, переснимать. Снова воздушная тревога не дала возможности плавно и красиво перейти к вышивке. Но вначале я выведу на экран фото с результатом работы
на начало отчетного периода. Вот так выглядела картина на 21 июля. А вот так картина выглядит сейчас, на 7 августа. Для любителей цифр информация мною вышита, друзья, уже 59%. В крестиках это составляет 142 717. Одним словом, за прошедший период, это 2 недели, я вышила 13 400. И осталось всего лишь 99 203 крестика. И работа будет совершенно готова. Итак, друзья, над чем же я, так сказать, священнодействовала? Над розочкой в основном. Итак, она перед нами. Как вы видите, вышит еще и шикарный резной стул. Продолжение комода. Так, сейчас возьму линеечку, чтобы вам легче сразу сосредоточиться было на чем. Очень мне нравится, какая резная мебель у наших героев. Вы помните, да, в первой части вышивки Джузеппе меня поражал стол, искусная резьба, ножки, очень красиво, все интересно выглядит. И вот так вторит ему стул. Тоже очень очаровательный. Мы видим, что, скорее всего, он покрыт лаком. Есть некоторые потертости от времени на стуле, но они совершенно стул не портят. Продлился у нас с вами и комод, вот с ящиками, старинный антиквариат, как я его называю. И да, кстати, вот Елена Кудрявцева написала еще, добавила комментарий один по поводу сосуда, что это амфора для содержания в ней масла. Так что, пишет Леночка, 100% это масляная лампа. Прибор для освещения. Спасибо, Лена. Да, я совершенно с вами согласна. Да. Вот так. Вот такая розочка. Ну, собственно, даже не о самой розочке я бы хотела вам сегодня поведать, а об ее убранстве. Вот этот вишневый корсет цвета бордо с верхней юбкой, она же фартук, состоит в основном, а сразу мне казалось, что исключительно из розовых и коричневых цветов. Я не знаю, насколько вам видно, но вот вкрапления коричневых всевозможных обрамляют вот здесь нашу розочку, здесь розовые всевозможные оттенки. А нет, не только два этих оттенка, но и другие, близкие к темно-вишневому цвету, как вы видите, таких как оранжевый, рыжий, кораллово-креветочный, одним словом, друзья. Как вы можете здесь, вот я вам показываю, от бледно-зеленого с серым отливом сверху. Вот здесь вот корсет идет сверху, шнуровочка, где у него. И до глубоко коричневого снизу. Вот здесь идут такие темно-темно-коричневые у пояса. Но одним словом, не скучно было вовсе. А также хочется отметить, друзья, мне и белую блузочку, состоящую из сиреневых, болотных, ну и, понятно, дающих особую белизну серых оттенков. И, как вы видите, стала проявляться и потрясающая своей глубиной синева юбки розочки. Вот отчетливо виден уже значительный участок все того же темно-коричневого цвета. Да, друзья, и вот есть и голубые цвета.
Да, сейчас я шучу, конечно, с вами, а в момент вышивки, беря нитку с несоответствующим, ну, на мой взгляд, цветом вышиваемого мной участка, мне приходилось постоянно смотреть на картинку и не веря своим глазам, ну, что да, так и есть, я не ошиблась. Вот, да, цвет бордо, темная вишня. И здесь такое разнообразие всевозможных цветовых гамм, оттенков, я не знаю, слияний, переходящих из одного в другое. Я была уверена, что все это темная у нее одежда, вот корсет и фартук. Но это только все это мы видим на складках одежды розочки. Ну и понятно снизу. А здесь, как мы понимаем, справа, ну затем мы это уже будем и видеть, расположено окно и попадающий на нее свет солнечный. Вот, видимо, давал мне вот такие ощущения, светлые оттенки, как я уже говорю, и рыжие, и розовые. Вот я все время всматриваюсь в камеру, и мне кажется, что не передает она. Ну, поверьте мне на слово, особенно девочки, кто вышивает такую работу. Очень интересно и многообразно по цвету картина и одеяние розочки. Я даже не помню, не страдала столько над Джузеппе. Сейчас картинку возьму еще раз. Показываю, друзья, вам картинку, потому что после того, как я закончила Джузеппе, одела его, обула, дала гармонь в руки, он у нас смотался. Да, потому что, ну, станок у меня не тех размеров, и, как вы видите, не вмещается вся картина, поэтому первую часть пришлось смотать. И я вышиваю вторую. Так вот, его одежда, ну, понятно, может, потому что он все-таки мужчина и не настолько пестрая, и все. Ну, вот чулочки мягкие такие у него, тепленькие, штанишки, все так хорошо, на рукавничке вышивались без особых сложностей. Ну, а розочка, конечно, ну, девица капризная, у них и характер у всех разный. Ну, она мне дает жару, конечно. Так что всю дорогу вышивала ее одеяние, не веря своим глазам. И все время думала, наверное, что-то я ошиблась, что-то не ту нитку. Ну, какой коралловый в темно-вишневом. Нет, все так и есть. Вот так, друзья. Ну ладно, давайте теперь, наверное, перейдем к следующему персонажу. Но сразу оговорюсь, что героине, ниже сказанная мной, не имеет никакого отношения, друзья. Да, это все то, о чем я буду с вами сейчас говорить. Мне навеял вышитый эпизод. Вот он. Когда я смотрю на них в ансамбле, вы поняли, да? На общей картине, да? Я вижу счастливую семью, момент веселья. А вот когда на вышивке показалась рука, держащая нить и веретено, вот я вам сейчас как раз снова это показываю, то мне вспомнилась Клота, мифическая старуха, предыдущая нить человеческой судьбы. Ну и коль мы, друзья, заговорили уже о ней, то давайте вспомним и о ее сестрах. Друзья, сразу хочу напомнить, что по ходу текста я постараюсь вставлять соответствующие картинки, и смена их будет сопровождаться звуковым эффектом в виде падающей капли воды. Итак, богини судьбы, три сестры Мойры. Слово «Мойра» в переводе с греческого языка означает «доля», «часть», со значением «участь»,
которую получает каждый человек при рождении. В древнегреческой мифологии Мойры – это богини судьбы. Первоначально в представлении древних греков судьба воплощалась в каком-либо неодушевленном предмете, фетише, являвшемся носителем жизненных сил. Когда возобладали анимистические представления, вера в одушевленность природы, магическая сила, которая была заключена в фетише, стала представляться самостоятельным божеством, наделяющим той или иной участью человека. Это божество изрекало ему свою волю, а также определяло его дальнейшую жизнь. Мойры понимались теперь уже как рок, то, что изречено, и судьба, то, что суждено. Они представляли собой темную невидимую силу, которая не имела отчетливого антропоморфного облика. Именно поэтому изображение Мойр в античном искусстве встречается довольно редко. Первоначально считалось, что у каждого человека есть своя судьба. Однако с развитием олимпийской мифологии устойчивыми стали представления об одной, двух, а затем и трех Мойрах. Наиболее распространенный миф о трех сестрах Мойрах. Архаические Мойры были дочерьми Никты, богини ночи, породившей также смерть, Танатос, сон, гипноз, возмездие и отмщение, Немезида, легкокрылую радугу, Ирида, и вечера, Геспериды. Согласно Гомеру, Мойрами, предыдущими нить человеческой судьбы, были три сестры: Лахесис, дающая жребий еще до рождения человека, Клота, именно вот Клота мне и навеяла, предыдущая нить человеческой жизни, и Атропос, неотвратимое, неуклонно приближающее будущее. Представлялись они в образе суровых старух: Лахесис с меркой или весами, Клота с веретеном в руке, Атропос с книгой жизни и ножницами. Разрыв нити означал смерть. По Платону Мойры владели силами высшего небесного правопорядка и изображались им женщинами в белых одеяниях, головы которых венчали венки. Они вершили под музыку небесных сфер настоящее, прошлое и будущее. Платон называет их дочерями богини Ананки, необходимости, которая вращала мировое веретено. Богиня Лахесис отвечала за прошлое. Она назначала жребий еще до рождения человека, а затем следила за его исполнением. Лахесис как бы разматывала и пропускала сквозь жизненные невзгоды, превратности судьбы и всю жизнь смертного человека ту нить, которую для каждой судьбы пряла в свою очередь Клота. При этом невозможно было нарушить жребий, поскольку его исполнению помогали все боги Олимпа. Клота была Мойрой настоящего. Она пряла нить судьбы, на которую нанизывались события настоящего времени в жизни человека. Атропос – Мойра будущего. Это она перерезала ножницами нить человеческой жизни, обрывая ее. Отношения между Мойрами и олимпийскими богами были сложными. Так Зевс, желая узнать веление судьбы, самолично взвешивал жребии человеческих жизней на золотых весах. Однако существует вариант мифа, по которому именно Зевс был отцом Мойр, рожденных Фемидой. В этом случае он рассматривался как Мойрагет, водитель Мойр,
почитаясь в этом качестве в Дельфах наряду с Аполлоном, который выступал в роли пророка Зевса и защитника установленного им порядка. Как бы то ни было, и в первом, и во втором случае три сестры Мойры сопричастны с Зевсом, который именуется Морием. Согласно надписи на жертвеннике в Олимпии, Зевс именуется вершителем судеб. По словам Павсания, это означает, что Верховный Бог знает человеческие дела и все то, что предопределяли Мойры, и все, в чем они отказали. Не случайно в храме Зевса Олимпийского в Афинах над головой статуи отца богов и людей находилось изображение Мойр, что являло перед всеми тот факт, что предопределение и судьба повинуются одному только Зевсу. Вот так, друзья, поделилась с вами той информацию, которую посчитала очень интересной. Да, друзья, вот вышивала я нашу Анну, картинку. Сейчас вставлю на экран, чтобы вы могли еще раз взглянуть, да? Вот, и вот сравнить. И Анна наша, дама почтенного возраста, вот так, как у Гомера, вот навеяла, да? Веретено, рука, нить. Ну все, друзья, теперь я предлагаю перейти ко второй части нашего видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в далекое прошлое. Загадки цивилизации майя. Как ни удивительно, но более 2 веков после испанского завоевания ни ученые, ни авантюристы не придавали особого значения полуострову Юкатан. Может быть, из-за жаркого климата, а возможно, из-за явного недостатка в тех землях минеральных ресурсов. Лишь в XIX веке там было обнаружено множество величественных городов, сооруженных древними майя. Майя выделялись своими познаниями в математике. На сотни лет раньше других высокоразвитых цивилизаций они ввели понятие нуля. Майя были великолепными строителями и возводили сооружения, подобных которым больше нигде в мире нет. Майя с компьютерной точностью могли вычислять движение планет и звезд, несмотря на отсутствие телескопов. Не менее удивительной была письменность майя. Их загадочные письмена на протяжении столетий не поддавались расшифровке. Эта древняя цивилизация достигла знаний, которые до сих пор удивляют мир. Чтобы выяснить тайну майя, проще всего было бы прочитать их книги, но здесь опять загадка. Большинство книг майя оказалось сожжено и при довольно странных обстоятельствах. Это не был средневековый вандализм пьяной солдатни или невежественного инквизитора. Совсем наоборот. Это сделал епископ Диего де Ланда, миссионер и просветитель индейцев, которого его современники считали святым. Культура майя была настолько необычной, а цивилизация такой высокоразвитой, что до сих пор археологи, этнографы, лингвисты не могут ответить на возникающие вопросы. Сделано много археологических открытий, написано немало книг о майя, выдвинуто огромное количество смелых гипотез и предположений. Но чаще всего они основаны скорее на полете фантазии,
их создателей, чем на реальных фактах. Несомненно, майя представляют собой одну из величайших цивилизаций, когда-либо существовавших на Земле. В джунглях Юкатана и на плоскогорьях современной Гватемалы рассеяно невероятное число древних городов и храмов. Ступенчатые башни-пирамиды, тщательно вымощенные площади, ритуальные святилища, украшенные утонченной резьбой по камню и испещренные иероглифическими надписями. Художественный стиль майя уникален даже в сравнении с соседней цивилизацией мексиканских Нагорий. И все же их пирамиды, возвышающиеся над кронами деревьев в джунглях, их иероглифы вызывают мысли о том, насколько поздно появились они во всемирной истории. Ворвались на сцену почти через 3 тысячелетия после пика строительства пирамид в Египте, сравнение с которым неизбежно. Впрочем, еще более драматичным, чем столь поздний расцвет майя, является их внезапное исчезновение. К 830 году нашей эры, после 500-600 лет неутомимой деятельности, все основные центры этой цивилизации были оставлены на произвол времени и джунглей. Из всех загадок майя это является величайшей. В качестве гипотетических причин того, что прекрасные города майя были неожиданно оставлены, предлагались гражданские потрясения, засуха и эпидемия. Однако не было найдено никаких доказательств, подтверждающих какую-либо из этих версий. А возможно, что, каким бы странным это ни представлялось нашему образу мышления, майя совершенно сознательно покинули свои города, достигнув пика развития своей цивилизации. Но если так, то почему? Тайна главных центров майя, заброшенных около 830 года нашей эры, тесно связана не только с загадкой иероглифической письменности этого народа, но и с календарными, математическими и астрономическими данными, оставленными майя. Когда испанские священники появились на Юкатане, они находили сотни книг и сжигали их. Так один из видов летописи древнего народа был потерян навсегда. Что же осталось нам из письменного наследия древних майя? К счастью, от костров испанской инквизиции чудом уцелели 4 рукописи майя. На длинной полосе бумаги, сделанной из луба фикуса и сложенной складками наподобие веера, волосяной кисточкой нанесены таинственные знаки и непонятные рисунки. Путь и обстоятельства перемещения этих книг из родных мест в Европу неизвестно. Достоверно известно лишь место их нынешнего нахождения. Одна рукопись из 74 страниц хранится в Дрездене, так называемый Дрезденский кодекс. Из существующих кодексов майя этот считается самым древним. Он выделяется изысканностью линий и удивительным цветом. Другая рукопись хранится в Мадриде, Мадридский кодекс. В архивах Парижской библиотеки хранится Парижский кодекс. Четвертая рукопись, так называемый кодекс Гролье. Нет сомнений, что по содержанию все известные рукописи майя – это жреческие требники, указывающие, в какой день и каким богам нужно делать жертвоприношение.
В основе кодексов астрологические календарные таблицы, по которым жрецы предсказывали часы появления на небе планет. Конечно, если бы акты средневекового вандализма не приобрели столь широкого размаха, сохранилось бы гораздо большее число рукописей. Но костры не испепелили память и душу индейцев. Многое из того, что было записано в сожженных книгах, осталось в устной традиции и оттуда перекочевало в новые книги майя. Когда иероглифическое письмо было запрещено испанскими монахами, а древние книги сожжены, индейцы майя стали записывать свои пророчества, мифы, хроники не иероглифами, а латинскими буквами. Так в XVI веке, сразу после конкисты, появились книги, повествующие об историческом прошлом и религии майя. Невозможно оценить, сколько потеряло человечество, какие возможности навсегда утратило с сожженными рукописями, которые, как известно, не горят, только теоретически. Потенциал цивилизации майя огромен, а научные достижения майя поражают и значат ничуть не меньше, если не больше, чем гармоничная возвышенность их художественных творений. Обычно под научными открытиями майя подразумевают их календарную систему. Как же календарная система майя связана с секретом их происхождения и загадкой запустения основных центров к 830 году нашей эры? Куда отправились майя после этого? Разумеется, часть из них осталась, но возрождение цивилизации майя наступило лишь в конце X столетия. И этот разрыв столь очевиден, словно двухвековой пробел был сознательным и преднамеренным. Разница между так называемой новой империей майя и цивилизацией, существовавшей до 830 года нашей эры, поражает еще и тем, что к моменту появления испанцев у новых майя полностью изгладились все воспоминания о прошлом. Но календарь остался. Если это ключ, то для кого? Этот народ поднялся на недоступные вершины абстрактного математического мышления, одновременно приспособив его к своим практическим нуждам. Все расчеты осуществлялись с помощью уникальной, невероятно простой, но гибкой системы счисления, которая была основана на числе 20, а не 10, как в нашей десятичной системе, и использовала всего лишь 3 условных обозначения. Почему именно 20 стало основой их счета, установить уже невозможно. Но на помощь приходит простая логика. Она подсказывает, что для древних майя сам человек стал идеальной математической моделью, которую они и взяли за единицу счета. Действительно, что может быть естественнее и проще числа пальцев на руках и ногах? Между прочим, такому объяснению есть подтверждение. Слово «веналь», так на языке майя назывался 20-дневный месяц, этимологически связан со словами «20» и «человек». По-видимому, говоря «один человек», древние майя механически представляли себе число 20. Если, конечно, в это время речь шла о каких-то количественных единицах.
Известно, что подавляющее большинство народов мира пользуются сейчас так называемой арабской цифровой системой, созданной в Индии в V веке нашей эры. В соответствии с этой системой цифры стоят друг за другом, от первого порядка к последующим, а именно единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее, вместо неуклюжей присоединительной системы у римлян. Древние майя тоже пришли к использованию позиционного принципа. Однако, в отличие от европейцев, им не у кого было заимствовать этот принцип. Они сами додумались до него. Причем почти на 1000 лет раньше. Только запись цифр они вели не горизонтально в строчку, а вертикально, снизу вверх, как бы возводя некую этажерку из цифр. Какие же вычисления производили майя? Из сообщений испанцев мы знаем, что арифметические расчеты производили купцы. Но прежде всего математические действия с применением многозначных чисел связаны с астрономическими вычислениями, которые лежали в основе календаря. Так, начав с конкретного «один человек, 20 пальцев», древние майя поднялись на вершину абстрактного мышления, создав 20-ричную систему счета и оперируя с бесконечно большими величинами. Интересно отметить, что майя были знакомы с ними не только теоретически. Вспомним, например, стелы священного города Копана, сплошь украшенные датами. На одной из них жрецы записали начальную дату летоисчисления рода человеческого. 5 миллионов 41 тысяча 738 год до нашей эры. Календарь майя, несмотря на свою древность, удивительно точен. По современным расчетам длина солнечного года составляет 365,2422 десятитысячных дня, тогда как майя на вершинах своих пирамид вычислили его длину в 365,2420 десятитысячных дня. Разница, как видим, всего 2 десятитысячных. И это рассчитано за 1000 лет до того, как другие астрономы, располагая более совершенными средствами вычисления, смогли достичь похожего результата. Для составления столь точного календаря, по мнению ученых, потребовалось бы наблюдать и записывать движение планет на протяжении приблизительно 10 тысяч лет. Возможно ли столь длительное существование цивилизации? Или жрецы майя унаследовали знания другой высокоразвитой цивилизации, не оставившей о себе никаких следов? Ответов на эти вопросы пока нет. Существует весьма загадочное пророчество майя о 2012 годе. Ученые пересчитали календари майя в соответствии с современной системой летоисчисления и извлекли из загадочных надписей любопытную информацию. Подобно другим народам Мезоамерики, майя считали, что Вселенная существует в рамках великих циклов. Жрецы говорили, что с момента сотворения рода людского минуло уже 4 таких цикла или солнца. Ныне человечество живет в эпоху 5-го солнца. В антропологическом музее в Мексике хранится знаменитый ацтекский
календарный камень Солнца. Огромный базальтовый монолит диаметром 3,5 метра и весом 24,5 тонны. Раньше он был цветным. Он отражает представление древних о далеком прошлом. В центре камня изображен бог Солнца нынешней эпохи. По сторонам расположены символы 4 предшествующих эпох. Солнечный камень на языке символов говорит нам, что каждая эпоха имела своего бога, что за 4 предыдущих эпохи сменились 4 человеческие расы, прежде чем появились современные люди. Все предшествующие культуры погибли во время великих катаклизмов. И лишь немногие люди остались живых и поведали о том, что произошло. Первое солнце длилось 4008 лет и было разрушено землетрясениями и съедено ягуарами. Второе солнце длилось 4010 лет и было уничтожено ветром и его яростными циклонами. Третье солнце длилось 4081 год и было уничтожено огненным дождем, пролившимся из кратеров огромных вулканов. Четвертое солнце длилось 5026 лет и пало от воды, залившей все вокруг в гигантском наводнении. Ой, что-то мне это напоминает. Затем родилось пятое солнце, которое светит нам сегодня. Оно известно как солнце движения, потому что по представлениям индейцев в эту эпоху произойдет движение Земли, от которого все погибнут. Анализируя мифы о гибели 4 солнц, ученые находят прямые аналогии с некоторыми природными катастрофами. Когда же в таком случае следует ожидать великой подвижки Земли, которая послужит концом пятого солнца? Жрецы считали, что скоро, так как пятое солнце уже очень старое и приближается к концу своего цикла. На планете Земля 23 декабря 2012 года произойдут некоторые события, ведь в этот день должно закончиться пятое солнце. Согласно хронологии майя, современная эпоха началась 12 августа 3114 года до нашей эры и должна завершиться 23 декабря 2012 года нашей эры. Никто пока не объяснил, откуда майя взяли именно эти даты и какие причины побудили их создать такие сложные системы отсчета времени. Однако сейчас, когда будильник, созданный майя, готов вот-вот зазвонить, мы начинаем понимать, что они обладали такими знаниями, от которых в наше время зависит выживание рода человеческого. В 2012 году во время декабрьского солнцестояния Солнце окажется в зоне Млечного Пути. Этот несложный расчет может сделать любой астроном. Феномен заключается в том, что когда Солнце окажется в этой зоне, должно произойти обновление мира, его новое рождение. Одним словом, пророчество майя касается какого-то события, которое должно изменить ход истории. Одни предполагают, что на Земле наступит новая эра, эра духовного прозрения. Другие склонны считать, что майя предсказывали конец света. В рационально-интеллектуальном климате 21 века совсем не модно серьезно относиться к пророчествам о конце света. Принято считать их продуктом суеверных умов и игнорировать.
Но когда узнаешь больше о достижениях величайшей древней цивилизации, какой-то внутренний голос нашептывает, а не прислушаться ли к древним преданиям? Вдруг существует какой-то ничтожно малый шанс, что авторы этого пророчества вовсе не суеверные дикари. Вдруг они знали что-то такое, чего не знаем мы. Что, если их предсказание о дате, когда кончится пятое солнце, окажется точным? Может быть, где-то в земных глубинах уже зреет ужасная геологическая катастрофа, предсказанная мудрецами майя. Даже по современным меркам майя с удивительной точностью определяли те или иные астрономические события. Поражают и ввергают в трепет архитектурные чудеса майянской цивилизации. Их постройки невозможны без немыслимо точных расчетов и инженерных планов. Один из значительных городов древних майя – Чичен Ица, занимающий площадь около 3 квадратных километров. Самой известной постройкой Чичен Ицы является пирамида Кукулькана. Другая известная постройка – храм воинов с его колоннадой. В основе храма воинов лежит пирамида с основанием 40 на 40 метров, имеющая 4 уровня. На территории города есть гигантский колодец, созданный природой. Это знаменитый колодец. Его и сейчас продолжают называть священным. Он поражает своими размерами. Почти круглый, словно его кто-то высверлил огромным коловоротом. Он достигает в диаметре 60 метров. Колодец смерти занимал важное место в жестокой религии древних. В его сине-зеленые воды жрецы майя сбрасывали жертв, чтобы умилостивить богов. Трудно сказать, как глубоко уходят его крутые, почти отвесно падающие вниз стены. Однако хорошо известно расстояние от естественной кромки колодца до мутной глади поверхности его воды – 20 метров. Древние строители Чичен Ицы точно выверяли расположение каждого строения в городе, достигая особого акустического эффекта, при котором усиливались даже самые тихие звуки. Экскурсоводы, стоя у пирамиды Кукулькан, с удовольствием демонстрируют изумленным туристам, как звук хлопка в ладоши вызывает многократно усиленное эхо на вершине пирамиды. Удивительные акустические свойства имела и площадка для игры в мяч. 2 человека, один из которых находился в северном храме, а другой в южном, могли совершенно спокойно беседовать друг с другом, ничуть не напрягая голоса. Хотя их разделяло расстояние в 150 метров. Более того, никто другой, если только он не стоял рядом с беседующими, не мог услышать их разговор. В это верится с трудом, но такая система для переговоров существует на площадке по сей день. И все желающие могут на себе испытать действие этого непостижимого для разума чуда. Как знать, был ли предусмотрен строителями заранее акустический эффект, или, случайно его обнаружив, они довели до совершенства этот каменный телефон. В архитектурном ансамбле Чичен Ицы главенствует 25-метровая пирамида Кукулькан. Ее еще называют Эль-Кастильо, что в переводе с испанского означает «замок». Пирамида была построена в XI веке и посвящена высшему богу.
Кукулькан на языке майя означает «оперенный змей». Чаще встречается менее правильный перевод «пернатый змей». Высота пирамиды 25 метров. На ее верхней площадке расположен храм. В основании пирамиды лежит квадрат со стороной 55,5 метров. На сторонах пирамиды 9 террас, по одной на каждую область царства мертвых. Так майя представляли себе загробный мир, то место, куда они отправлялись после смерти. К вершине пирамиды ведут 4 широкие крутые лестницы, поделенные на 18 пролетов, каждый из которых соответствовал месяцу года, так как в календаре майя было 18 месяцев. Каждая лестница состоит из 91 ступени. Если число ступеней лестницы умножить на число лестниц 4 и рассматривать платформу на вершине пирамиды, на которой стоит храм, как еще одну ступеньку, то получаем 91 умножить на 4 – 364 плюс 1 – 365. Количество дней в году. Эти цифры вовсе не случайное совпадение. Ученые сделали заключение, что майя положили в основу пирамиды принцип календаря. Да и сама пирамида, вероятно, имела какое-то астрономическое значение. Пирамида ориентирована строго по 4 сторонам света. Лестница, идущая по северной стороне пирамиды, внизу по краям заканчивается змеиными головами, которые являются символом бога Кукулькана. Такое их расположение тоже не случайно. Подъем по лестнице на верхнюю площадку пирамиды небезопасен. Лишь одна западная лестница реставрирована, и по ней можно подниматься, держась за протянутую вдоль железную цепь. При взгляде снизу на лестницу не чувствуешь перспективы. Кажется, что ширина ступеней внизу и наверху пирамиды одинакова. Этот оптический обман, по-видимому, создан для усиления магического действия сооружения. В действительности лестница расширяется кверху таким образом, чтобы в точности компенсировать эффект перспективы. Есть у пирамиды Кукулькана еще одна интересная особенность. Она была обнаружена только в 20 веке при реставрации этого сооружения. Дважды в году происходит явление, которое непосвященным может показаться чудом. Геометрия и ориентация пирамиды Кукулькан выдержаны с немыслимой точностью, что позволило древним строителям добиться потрясающего и таинственного результата. 2 раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, на пирамиде возникает особый визуальный эффект. С точностью швейцарского хронометра на ступенях северной лестницы из треугольников света и тени складывается изображение гигантского священного змея, медленно скользящего к основанию пирамиды. А происходит это так. 17 часов 15 минут. На балюстрадах пирамиды начинается игра солнечного света. Появляется изображение, образованное тенью, которая отбрасывается северо-западным углом пирамиды. По мере того, как солнце опускается все ниже и ниже, картина становится более отчетливой. 17 часов 30 минут. 7 треугольников света полностью обрисовывают 7 изгибов огромной
извивающейся змеи. Ее хвост находится на верхней платформе пирамиды, а тело тянется вниз вдоль лестницы, где возле самой земли заканчивается внушительной скульптурой змеиной головы со свирепо разинутой пастью. Эта иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты. Можно только предполагать, что это символизировало для майя. Возможно, тем, кто наблюдал это явление, казалось, что священный пернатый змей Кукулькан как бы возвращается к жизни. Современные же паломники утверждают, что при виде необычного зрелища у них наступает духовное просветление. Это почти волшебное явление древнего божества как сигнал наступления равноденствия показывает, что у древних майя существовала развитая геодезия и астрономия. Если бы пирамида была повернута хотя бы на 1 градус в сторону, удивительная игра света и тени никогда бы не проявилась. Только цивилизация с высококвалифицированными топографами и астрономами могла добиться столь прецизионной точности, чтобы получить из игры света и тени уникальное изображение в точно заданном месте, в точно заданный момент. Потрясающе! Еще один уникальный феномен культурной загадки майя – хрустальные черепа. Человеческие черепа – символ смерти, очень популярная тема в искусстве майя. В музеях мира собрано много скульптурных черепов всевозможных форм и цветов, размеров от совсем маленьких до натуральной величины. Все они выполнены из разных видов природного кварца. Истинное происхождение этих черепов неизвестно из-за отсутствия соответствующих археологических записей. Но все они найдены в Мексике, Центральной и Южной Америке, в зоне распространения древних цивилизаций ацтеков, инков и майя. Предположительно, черепа имеют возраст в несколько тысячелетий, но точно определить дату их создания крайне сложно, так как метода определения возраста кварца пока не существует. Кварц, из которого сделаны все эти черепа, известен как минерал, который обладает природным свойством усиления электрической энергии и широко применяется в современной науке и технике. Так как наше тело обладает электромагнитным полем, кварц в состоянии усиливать это поле. Поэтому с хрустальными черепами связан ряд необъяснимых феноменов. Многие люди ощущают прилив энергии, исходящий от них. На некоторых эта энергия оказывает исключительное влияние, вызывая яркие необычные состояния сознания, повышая духовные способности. Сегодня многие ученые пытаются найти ответ на вопрос о происхождении хрустальных черепов и способе их изготовления. Но пока это остается тайной. Среди всех черепов есть один поистине легендарный. Многие специалисты справедливо считают его одним из самых загадочных предметов древности. Он известен как череп Митчеллов-Хеджесов и назван так в честь известного ученого Фредерика Митчелла Хеджеста и его приемной дочери Анны Ле-Гюйон Митчелл-Хеджест. Этот череп, окруженный ореолом тайны, вызвал множество догадок относительно его происхождения, возраста, способа изготовления и
поразительного воздействия на психику человека. История уникальной находки хрустального черепа очень интересна. Фредерик Митчелл Хеджес, эксцентричный англичанин, был любителем острых ощущений и приключений. Он путешествовал по всему свету, несколько раз сколачивал состояние и снова его терял. В Канаде он встретил Анну, 10-летнюю сироту, и удочерил ее. Он был одержим мечтой найти исчезнувший древний город атлантов, который, по его предположению, некогда находился у побережья Гондураса. Поиски исчезнувшей Атлантиды привели Хеджеса в 1924 году в Южную Америку, в джунгли полуострова Юкатан. Согласно наиболее распространенной версии, при раскопках разрушенного святилища индейцев майя древнего города Лубаантун, где теперь находится портовый город Белиз, дочь исследователя Анна Митчелл Хеджес копала землю, полагая, что в данном месте находился храм, и наткнулась на хрустальный череп необычайной красоты. Произошло это в день рождения Анны, когда ей исполнилось 17 лет. Но есть еще одна версия, хотя Анна утверждает, что сама нашла череп. По сведениям британского музея, Митчелл Хеджес купил его на аукционе в Лондоне и застраховал в 1943 году. Доказательство этой версии – это отсутствие каких-либо фотографий из экспедиции в Белизе или документации о страховке до 1943 года. До сих пор неизвестно, была ли вообще экспедиция и кто владел черепом до Митчеллов-Хеджесов. До 1944 года владелицей и хранителем черепа оставалась Анна, а затем его хранителем стал Фрэнсис Дорлан, известный реставратор произведений искусства, который долгое время занимался черепами. Он посчитал воздействие черепа на сознание ошеломляющим и сверхъестественным, и через некоторое время вернул череп госпоже Митчелл Хеджес. Но и Анна пришла к выводу, что череп обладает слишком большой силой, чтобы находиться в чьей-то личной собственности, и подарила его Музею американских индейцев в Нью-Йорке, где он с тех пор и находится. Череп Митчеллов-Хеджесов – это идеально выполненная копия черепа в натуральную величину, высеченная из цельного кристалла кварца. Он весит 5 кг 190 грамм. Его размеры приблизительно 12,7 см в ширину и 18 см в длину. Если не учитывать незначительных неточностей в скулах, это анатомически правильная, точная копия человеческого черепа. Внутри кварц довольно неоднороден. Видны множественные пороки, примеси, прожилки, пузырьки и даже мелкие полости, заполненные водой. Просто чудо, что череп не треснул и что ни один из дефектов структуры не вышел на поверхность. Она совершенно гладкая. Хрустальный череп упорно хранит тайну своего изготовления. В 1970 году его изучали в Калифорнийской кристаллофизической лаборатории. Исследования показали, что череп был выточен без учета молекулярной симметрии кристалла и чрезвычайной хрупкости материала. А это невозможно сделать, не раскрошив кристалл, даже при помощи лазера.
Странным было и то, что на черепе не нашли ни одной микроскопической царапины от инструментов, которыми он был вырезан. В итоге один исследователь сказал: «Эта чертова вещь просто не может существовать». Ученые пришли к выводу, что ни одна из известных современных технологий не способна создать точную копию человеческого черепа из цельного куска кварца. Они даже отказались от $500 000, которые предлагались тому, кто сделает копию хрустального черепа. Их можно понять. Горный хрусталь – исключительно твердый материал. Его прочность не намного отличается от алмаза. Любой резец обязательно оставил бы следы на поверхности. А ведь у майя не было специальных приспособлений для обработки. Если изготавливать такой череп вручную, используя песок и воду, ушел бы не один век. Хрусталь можно расплавить при высоких температурах, но маловероятно, что для создания черепа использовался этот метод. Может, майя использовали какую-то пасту, изготовленную по особому рецепту. Высказывались предположения, что такая паста содержала сок какого-то редкого растения, который мог разъедать или размягчать кварц. На этом все варианты, которые можно признать разумными, заканчиваются, и начинаются предположения о каких-то неведомых технологиях, изобретенных учеными Древней Атлантиды, а то и вообще внеземных цивилизаций. Но как бы то ни было, остается восхищаться необъяснимым мастерством создателя хрустального черепа. Несомненно одно – этот потрясающий шедевр, изготовленный неведомым мастером, является одной из самых прекрасных загадок древней истории. Череп обладает поразительными оптическими свойствами. В его полости и на дне глазных впадин размещены мастерски изготовленные линзы и призмы, позволяющие передавать изображения предметов. Скуловые дуги лица действуют как световые трубки, вроде современных оптических волокон. Они проводят свет от основания черепа к глазным впадинам, где заканчиваются двумя миниатюрными линзами. Два выступа в основании черепа имеют форму маленьких пирамид. При направлении светового луча в полость черепа глазные впадины начинают ярко сверкать. Если направить луч света в центр носовой полости, череп начинает светиться полностью, и вокруг него возникает яркий ореол. Ученые предполагают, что череп использовали жрецы майя во время ритуальных церемоний, когда призматические глаза фокусировали солнечные лучи, вызывая появление из раскрытых челюстей сакрального языка пламени. По преданию, когда верховный жрец желал кому-то смерти, используя магическую силу черепа, то смерть всегда наступала. Подавляющее большинство авторов множества книг и работ, посвященных майя, оценивают их цивилизацию очень высоко. Считают даже, что ее достижения в некоторых областях знаний превосходят успехи современной цивилизации. Да, вот такие друзья майя. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я желаю всем мира, здоровья и благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.